Боец, 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 подъем! Твой сквад выдвигается! Так бы могли начинаться, в принципе, боевые будни любого, кто попал в сквад. Но это все-таки игра, и об этом мы сегодня с вами и поговорим. Точнее, я хочу с вами об этом сегодня, собственно, и поговорить. Рассказать вам про игру под названием Squad. Для кого-то это будет арма на минималках. Точнее, арма для обычного человека, как любят выражаться в интернете. Это не моя фраза, я сразу скажу, арма для обычного человека. Это то, что я слышал уже в интернете и в некоторых видосах. Вот. Либо это Battlefield на максималках. Также вот в игре в самой я слышал от людей, что вот Battlefield должен был быть таким. Ну, в общем-то, с вами, как всегда, Агарис, и мы приступаем. На заднем плане у нас, собственно, кадры из игры, и я хочу вам немножечко рассказать про эту игру. Сейчас именно общие такие данные, более плотно об этом мы будем разговаривать в других роликах. Я вам расскажу там про конкретные роли, про какие-то особенности геймплея, которые я сам обнаружу и сам пойму. Ну а пока общее. Скажем так, во-первых, это командная, очень внимательно, это именно командная тактическая игра. Вот здесь очень важно именно командное, потому что если нету взаимодействия между сквадами, между отрядами, между командой, игру, собственно, вы не выиграете. То есть ни один бой вы не выиграете. Да, вы можете бегать даже одиночкой, не состоять в отряде, но тогда у вас будет доступна всего одна роль, и поверьте, тикеты, так называемые, которые выдаются команде, быстро закончатся, потому что у вас не будет ни оперативных баз, ничего. То есть именно командная игра в первую очередь. Здесь не получится в одного решить всю катку. Нет, ребята, один здесь не решит. Один отряд может решить, может, а одиночка не может решить. Итак, что же из себя вообще представляет, скажем так, эта игра? Это набор карт и набор заданий, которые вы со своим отрядом должны выполнять. То есть одна миссия длится там от 30 минут до часу с лишним, в зависимости от того, как будут идти бои. И, собственно, вы выполняете что-то от своей роли зависящее, скажем так. Например, если вы заходите в бой, заходите на сервак, выбираете сторону. Сторону, кстати, скажем так, наций здесь несколько вариантов. Это американцы, британцы, канадцы, но они редко пока попадаются на русскоязычных серваках особенно. Это ополченцы и арабы. Ну, назовем их арабами, никого не хочу оскорбить, но имеется в виду, то есть арабские террористы. Вот такая вот сторона. У вас есть выбор из двух сторон. При входе в игру, собственно, при входе на сервер, вы выбираете нужную вам сторону, и первым делом вы появляетесь как одиночка. Когда вы одиночка, вам доступен всего один класс, который ничем особым, как бы, скажем так, это самый распространенный, конечно, класс, но ничем особым он не выделяется. Это стрелок. Стрелок — это у вас первичное оружие, ну, чаще всего это либо 5.45, либо 5.56, иногда 7.62 калибра автоматическая винтовка, либо автоматический карабин, в зависимости от того, за какую нацию вы играете. С собой есть рюкзак с патронами, лопата, пара перевязочных пакетов, пара гранат, пара дымовых гранат. И, в принципе, все. А, еще бинокль. Иногда им стоит попользоваться, а редко им пользуются. И все. То есть вы можете бежать, стрелять, кидать гранаты, убивать, перемещаться. Пожалуйста. Но вы не сможете в одного управлять техникой. А техника очень важна, особенно саплайки, так называемые supply car, скажем так, автомобили, грузовики, которые подвозят боеприпасы и материалы для строительства передовых баз. Кажется, все так вот сумбурно, да, начинается, но очень сложно по порядку объяснить все, что есть в одном видео, поэтому сейчас это такая общая обзорная экскурсия, а дальше уже будет какое-то углубление. Итак, поехали. Вы одиночка, все. То есть вы можете идти убивать, будете возрождаться на мейне, если никто не поставит фобу, передовую базу, Front Operation Base, FOB, либо хаб, где возрождаются, собственно, у нас бойцы. Но с мейна бегать на другой конец карты, захватывать точку — это не вариант. Поверьте мне, то есть вы замучаетесь быстрее, команда тут же сольется, поэтому лучше всего вступить в отряд. Сообщество
российское, скажем так, оно делится на два типа людей. Есть токсичные товарищи, их хватает на некоторых серваках, а есть очень даже хорошие командиры, хорошие соотрядники, хорошие даже одиночки, которые с радостью с вами поделятся информацией базовой про игру. Поэтому вы можете к ним обращаться, и вам все расскажут. Не стесняйтесь никогда общаться, потому что сквад — это игра про общение. Если вы сквадной лидер, вы общаетесь со сквадом, вы общаетесь с другими лидерами. Если вы состоите в отряде, вы общаетесь со сквадным и с членами отряда. Даже если вы одиночка, вам и то периодически придется общаться с членами других отрядов или другими одиночками. Поэтому не стесняемся разговаривать, не стесняемся общаться. Никто вам за это голову, по крайней мере, не оторвет. Что дальше? Собственно, вот вы появились в самом начале игры на мейне. Постарайтесь присоединиться к скваду, к отряду, и у вас будут доступны, в зависимости от количества людей в отряде, разные роли. Итак, какие роли на данный момент, в принципе, в отрядах есть? Это сквадной лидер, это медик, очень важная должность, скажем так, очень важная роль в отряде, поверьте. Я очень, кстати, люблю в последнее время играть медиком, мне доставляет это определенный кайф, ты как бы не лезешь совсем на рожон, но при этом отряду ты нужен, ты к ним там потом подползаешь, лечишь, поднимаешь. В общем, это очень веселая тема. И никаких там утюжков нет. Сначала перевязал, потом уже подлечил. У тебя с собой большее количество бинтов и медицинская сумка, с помощью которой ты, собственно, и хилишь. Есть инженер, который может подрывать, устанавливать мины, устанавливать мешки с песком, колючую проволоку, притом сам это все делать. Дальше легкий противотанковый с одноразовым гранатометом, тяжелый противотанковый, легкий пулеметчик, тяжелый пулеметчик, стрелок. Дальше что? Снайпер. Ну, не снайпер, а марксман. Здесь именно не снайпер, здесь именно марксман, который идет вместе со взводом. То есть у вас нет конкретно там снайперской винтовки, у вас марксманские винтовки. Это как СВД, ну, по сути, это марксманская на самом деле винтовка. М110, она же СР-25. В общем, вы такой вот сквадной марксман. То есть вы можете быть, конечно, отдельно, но можете вполне двигаться вместе с отрядом, где-то его прикрывая, где-то наоборот уходя вперед на разведку. Пожалуйста, это все возможно. Есть тяжелый пулеметчик и есть, собственно, экипажи точнее не автомобилей, а техники, экипажи техники. Техника есть разная, которые могут управлять любые бойцы, а-ля вот саплайки и легкие броневики. А есть техника БМПхи, есть бронетранспортеры, БТРы, лавки, собственно, страйкеры, брэдлики, танки, которыми может управлять только экипаж. Для этого есть отдельная также роль. Есть роль лидера экипажа, есть просто экипажного. Пожалуйста, как говорится, но проблем. Хотите кататься, катайтесь, воюйте. Но опять же, по договоренности со сквадным, а сквадной в это время еще и договаривается с другими сквадными лидерами, что эта техника остается, скажем так, за вами. Сквадной, что может делать сквадной? Сквадной может ставить фобу, он командует, общается, получает задачи, либо согласовывает задачи и выдает задачи самому отряду. Притом сквадным, поверьте мне, быть нелегко. Это человек, на плечи которого ложатся все решения и все маты в случае там проигрыша или неудачной операции. Маты со всех сторон. Поэтому цените своих сквадных, кто решил ими стать. Особенно хороших сквадных цените, их не так уж и много. На данный момент я встречал, по крайней мере, в игре. Что еще такого вот именно для первого обозрения рассказать? Ребят, карты достаточно обширные, поэтому передовые базы очень хорошо помогают, чтобы вы не бегали с мейна. Их ставят обычно недалеко от защищаемых точек, либо от захватываемых точек. Точки захватываются здесь не сразу все, а по очереди. Поэтому, если вы, например, захватываете одну точку впереди, под точку противника, то какая-то часть отрядов прикрывает предыдущую точку. Потому что пока вы не захватили ту, вашу точку могут точно так же отжать. Поэтому в очередной раз скажу, это командная тактическая игра. Тактика и командная игра здесь решает. Одиночка здесь не зарешает. Как бы хорошо вы не стреляли, как бы вы метко не стреляли, скажем так, как бы вы там не двигались прекрасно по карте, не передвигались. Но одиночка здесь не решит. Здесь решит отряд. Нужно друг друга прикрывать, нужно друг другу помогать. Вот встретите вы стрелком, например, БТР. А что вы сделаете один с ним? А ничего вы с ним не сделаете, вам понадобится человек с трубой, с гранатометом, который, собственно, разберется. Либо техника, которая разберется со встреченной техникой. В целом, ребят,
Это очень классная игра, очень интересная в том плане, что вы сами знаете, я, например, очень люблю играть в арму. Но арма, она менее динамична, и там больше плясок по клавиатуре. То есть там очень слишком прямо углубленные функции все. Симулятор, конкретный симулятор. Здесь же симулятор, но не совсем. И поэтому управлять в этой игре намного проще, намного меньше сочетаний клавиш, намного меньше самих клавиш. Но при этом вы получите огромный кайф, если вот будет у вас нормальная отрядная игра. Повторюсь, опять же, 100 раз повторял, что командная, отрядная игра, поэтому и еще раз могу вам это повторить. А в целом, как вы видите, геймплей достаточно интересный. Набор карт тоже достаточно обширный. Миссий, конечно, не так уж много, но в разных миссиях себя люди ведут немножечко по-разному. И скучно, в принципе, не бывает. Я вот могу в него залипать, например, весь день иногда. Просто весь день сел и пошел, и не замечаешь просто, как пролетает время, пока вот ты бегаешь, там лечишь или захватываешь точки, время просто идет незаметно. А проигрыш происходит по моменту окончания либо времени на миссию, либо тикетов. Тикеты забираются за смерти, потерю точек, потерю техники. За это все забираются тикеты. За захват базы вам добавляют тикеты. Не базы, а точки очередной. Есть энное количество точек, которые можно захватить в разных режимах. Либо их все сразу видно, но захватываются они последовательно. Либо их не видно, и вы, захватив одну точку, будете только после этого знать, где находится следующая точка. А в целом, пожалуйста, вы можете здесь бегать, копать, лечить, стрелять, двигаться на технике, летать на вертолетах, быть разведчиком, быть командующим, быть медиком. В общем, все что угодно в рамках склада вы можете на самом деле делать. Вы можете освоить одну специальность конкретно. Вы можете освоить несколько специальностей. И поверьте, медиков, например, очень любят. В командах тех людей, кто грамотно играет медиком, их очень уважают. Потому что медик — это человек, который помогает выиграть и не потратить лишний тикет. А мало того, не потратить время для передвижения с фобы Front Operation Base, либо там с мейна, либо с райлика. Райлик, кстати, это такое командное место спавна. Выглядит как несколько рюкзаков. Единственное, что там вы патроны не сможете пополнить. Боезапас опять же пополняется на фобах либо на мейне. Все очень запутано, и постепенно я вам про это расскажу. Ну а в целом классная, динамичная, тактическая, командная игра, которая все еще находится, скажем так, в предварительном доступе, в раннем доступе. Это происходит, по-моему, уже с 2015 года. Постоянно игра обновляется. Недавно тоже выходило обновление. Построена она на движке Unreal Engine 4, насколько я помню. Могу соврать, но надеюсь, что не соврал, потому что, насколько помню, был Unreal Engine 4. При входе в игру, когда вы первый раз вошли, есть даже место для тренировок. Есть тренировочный полигон, где вы можете пострелять из всех видов оружия, покататься на всей технике, которая есть. Пожалуйста, тренируйтесь, после этого заходите в мультик, ищите русскоязычный либо англоязычный сервер, который вам ближе. Русскоязычных серверов на самом деле не так уж много, есть два основных, которым потом уже добавляются по мере наполнения дополнительные серваки. На этом я буду заканчивать. Получилось достаточно сумбурно, но это так, ознакомительный ролик. Добро пожаловать. Ищу, кстати, себе коллег для игры в эту игру. Никак не могу найти постоянных коллег, и хотелось бы их иметь, чтобы был свой, скажем так, постоянный склад, с которым будем учиться уже общению, вместе взаимодействию, тактике, определять роли, менять внутри, проводить ротацию ролей, чтобы все могли всем пользоваться. И поездить на технике, и побегать, и полечить, и пострелять. В общем, все что угодно. Друзья, добро пожаловать. Внизу будет в описании будет ссылка на Discord. Если есть желание, заходите там, пишите, что вы в склад поиграть. С радостью пообщаемся. На этом я буду все-таки завершаться. В следующих роликах буду подробнее останавливаться на каждом аспекте, про который захочу рассказать. В общем, до новых встреч. С вами, как всегда, был Агарис. Если вам понравилось то, что вы услышали и увидели, ставьте лайкосы. Не понравилось, ставьте дизлайкосы. Хотите поправить или что-то сказать, пишите в комментариях, друзья. Не забываем подписываться на канал, ставить колокольчик. Видосы выходят не так часто, стримы практически каждый день.
На этом уже точно все. Всем пока. С вами, как всегда, был Агарис.